Ожидалось, что атмосфера вокруг стадиона Стэнфорд будет невероятно энергичной, но она превзошла все ожидания. Фанаты рассчитывали на волнение, эмоциональные встречи и ту глобальную энергию, которую могли создать только BTS. Однако никто не ожидал, что город вокруг стадиона практически остановится. К раннему, задолго до официального начала концерта, социальные сети по всему миру взорвались видеороликами, показывающими переполненные автомагистрали, бесконечные толпы в фиолетовых одеждах, фанатов, поющих на парковках, вертолеты, кружащие над площадкой и сообщения о дорожной ситуации, предупреждающие жителей избегать района Стэнфорда. То, что начиналось как очередной долгожданный концерт мирового тура «Эры Рэнк», внезапно превратилось в один из самых хаотичных и незабываемых концертных дней в Америке за последние годы. Люди, прибывающие из международного аэропорта Сан-Франциско, начали публиковать видеоролики, показывающие целые терминалы, заполненные членами ARMY в одежде с символикой BTS. Путешественники, не имевшие никакого отношения к концерту, были ошеломлены масштабом толпы. Водители такси, как сообщается, назвали это самой большой миграцией с концерта, которую они когда-либо видели в Северной Калифорнии. Местные предприятия в районе Пало-Альто и Стэнфорда оказались перегружены в течение нескольких часов. В кофейнях закончились напитки еще до полудня. Рестораны разместили в интернете экстренные объявления, предупреждающие клиентов о многочасовых очередях. В магазинах рядом с местом проведения мероприятия бутылки с водой, батарейки и портативные зарядные устройства закончились быстрее, чем ожидалось. Даже сотрудники, работавшие во время крупных спортивных мероприятий, признали, что никогда не видели такой интенсивности движения болельщиков. Самым большим шоком стало то, что движение вокруг стадиона Стэнфорда фактически остановилось. Дороги вокруг стадиона оказались полностью заблокированы, поскольку тысячи автомобилей, автобусов и автомобилей служб такси пытались добраться до одного и того же места почти одновременно. Вирусные кадры с дронов показали бесконечное море автомобилей, растянувшееся на несколько километров. Сообщается, что некоторые болельщики оставили свои машины и прошли несколько километров пешком, чтобы не пропустить открытие сезона. Другие простояли в пробках 4-5 часов, но все равно описывали это событие как стоящее каждой секунды. Полицейским приходилось неоднократно перенаправлять движение, поскольку переполненные парковочные зоны заполнялись раньше, чем ожидалось. Фраза «Стэнфорд парализован» быстро стала популярной в интернете. Новостные каналы по всей Калифорнии прерывали обычные трансляции, чтобы обсудить чрезвычайную ситуацию, разворачивающуюся вокруг концерта. Репортеры с вертолетов описывали волны фанатов, направлявшихся к стадиону, словно фестивальный город, появившийся за одну ночь. Местные жители, которые изначально недооценили масштаб события, внезапно осознали масштаб того, что создали BTS. Целые кварталы были заполнены фиолетовой одеждой, баннерами BTS, из машин гремела музыка, а фанаты из десятков стран собирались вместе, как будто на всемирном празднике, а не на обычном концерте. Один студент Стэнфорда написал в интернете, что покинуть кампус стало практически невозможно, потому что все близлежащие дороги были забиты транспортом, следовавшим за концертом. Другой житель пошутил, что BTS временно владеют Пало-Альто. Шутка быстро распространилась, потому что она показалась на удивление точной. Куда бы люди ни посмотрели, присутствие BTS доминировало в городе. Внутри площадки ожидания достигло невероятного уровня. Фанаты кричали всякий раз, когда изнутри стадиона доносились звуки репетиции. Даже короткая проверка освещения вызывала бурную реакцию у толпы снаружи. Некоторые фанаты расплакались, просто услышав голос Чингука во время саундчека. Другие транслировали каждую секунду своего выступления в прямом эфире для миллионов зрителей по всему миру. Социальные сети за считанные минуты были наводнены хэштегами, связанными с BTS. Поисковые запросы, связанные со стадионом Стэнфорда, резко возросли по всему миру. Сообщается, что службам безопасности было трудно поддерживать организованные очереди на входе, поскольку многие фанаты прибыли раньше, чем ожидалось. На видео были показаны тысячи членов ARMY, поющих песни BTS вместе, ожидая входа на стадион. Вместо разочарования большинство фанатов описывали атмосферу как эмоциональную и историческую.
Многие назвали это самым важным концертом BTS с тех пор, как группа завершила военную службу и воссоединилась в полном составе из 7 человек. С приближением заката картина за пределами стадиона Стэнфорда стала сюрреалистической. Фиолетовые огни освещали улицы, тротуары, парковки и даже близлежащие здания. Фанаты держали плакаты на корейском, английском, испанском, японском, арабском, индонезийском, португальском и десятках других языков. Разнообразие аудитории стало одной из главных тем для обсуждения в интернете. Люди со всего мира приехали в Калифорнию ради этого момента. Затем наступил момент, которого все ждали. Свет внутри стадиона внезапно погас. На несколько секунд толпа затихла. Затем огромные экраны осветились эффектными визуальными эффектами, связанными с концепцией тура «Араранг». Последовавший за этим рев был настолько громким, что видеозаписи, сделанные за пределами стадиона, запечатлели эхо звука. Звуки разносились по всей округе. Некоторые местные жители позже признались, что слышали толпу за много километров. Когда участники BTS наконец появились на сцене, стадион Стэнфорда погрузился в полный хаос. Чингук мгновенно стал популярным во всем мире после того, как начал выступление с невероятной энергией, которую фанаты описали как нереальную. Камеры запечатлели, как тысячи людей одновременно прыгали, а вокруг сцены вспыхивали языки пламени. Речь RM в начале концерта вызвала эмоциональную реакцию, поскольку он поблагодарил фанатов за ожидание во время военного перерыва группы. Появление Джина вызвало оглушительные крики, которые, как сообщается, заглушили звук на некоторых фанатских записях. Хореография Чимина стала вирусной за считанные минуты, и эти кадры доминировали в социальных сетях. Шуга получил бурные реакции от публики во время своих рэп-выступлений, а Джей Хоуп превратил атмосферу стадиона в нечто, напоминающее гигантский фестиваль. Фанаты в сети неоднократно использовали одну фразу «BTS вернулись сильнее». Масштаб постановки поразил даже давних поклонников концертов. Огромные светодиодные конструкции окружали сцену с обзором на 360 градусов, позволяя фанатам со всех сторон почувствовать себя частью представления. Дроны создавали анимированные узоры над стадионом, а пиротехнические эффекты взрывались в ночном небе. Движущиеся платформы перемещали участников между различными секциями площадки, а синхронизированное освещение превращало весь стадион в море красок. В одном вирусном ролике тысячи фанатов так громко кричали слова песни Run BTS, что сами участники выглядели шокированными. Другой популярный момент запечатлел, как Чингук смеется, услышав, как толпа почти идеально подпевает его строчкам без музыки. Фанаты описывали множество эмоциональных моментов, когда BTS, казалось, были потрясены масштабом поддержки, окружавшей их. Но за пределами стадиона хаос продолжался. Дорожная ситуация ухудшалась на протяжении всего концерта, потому что тысячи людей, которым не удалось купить билеты, оставались поблизости, просто чтобы ощутить атмосферу. Сообщается, что отели в окрестных городах были почти полностью заполнены. Цены на услуги такси резко выросли, а общественный транспорт стал переполнен. Некоторые фанаты, как сообщается, шли пешком несколько часов после концерта, потому что проезд на автомобиле стал практически невозможен. Экстренные службы оставались в состоянии повышенной готовности из-за необычайного количества людей, сконцентрированных в одном месте. Тем не менее, несмотря на огромное количество людей, многие репортажи хвалили поведение членов ARMY. Фанаты раздавали бутылки с водой, портативные зарядные устройства для телефонов, закуски и даже бесплатные медицинские принадлежности незнакомцам. Волонтеры организовывали уборку территории вокруг места проведения мероприятия. Несколько вирусных постов показали, как фанаты помогают пожилым посетителям безопасно передвигаться по переполненным местам. Это сочетание хаоса и единства очаровало людей в интернете. СМИ начали сравнивать атмосферу с историческими культурными событиями, а не с обычными концертами. Некоторые комментаторы утверждали, что BTS полностью вышли за рамки идеи музыкальной группы. Экономисты даже отметили значительный финансовый эффект, вызванный концертными выходными, когда местные предприятия пережили огромный всплеск активности.
Сообщается, что рестораны, отели, транспортные услуги и розничные магазины получили выгоду от прибытия десятков тысяч фанатов. Однако эмоциональная составляющая вечера оставалась сосредоточена на самих BTS. В какой-то момент во время концерта RM остановился и молча оглядел стадион, прежде чем обратиться к зрителям. Сообщается, что он сказал фанатам, что видеть всех вместе снова было похоже на мечту, которую мы чуть не потеряли. Этот момент быстро стал одним из самых популярных видеороликов в интернете. Многие фанаты расплакались во время выступления, особенно те, кто следил за BTS в период неопределенности, связанный с призывом в армию несколько лет назад. Джин также произнес трогательную речь, поблагодарив фанатов, которые приехали со всего мира, чтобы посетить шоу. Он пошутил, что слышал столько разных языков за пределами стадиона, что казалось, будто весь мир на одну ночь переехал в Стэнфорд, вызвав смех и аплодисменты в зале. Тем временем Чингук продолжал доминировать в социальных сетях на протяжении всего выступления. Каждая смена наряда, танцевальное движение, улыбка и взаимодействие мгновенно набирали миллионы просмотров в интернете. Несколько репортеров, пишущих о развлечениях, описали его сценическое присутствие как опасно мощное. Фанаты шутили, что интернет временно перестал нормально функционировать из-за того, как быстро распространялись видеоролики с участием Чингука. Ви вызвал не менее взрывную реакцию после того, как на больших экранах появились несколько крупных планов. Его внешность мгновенно стала трендом в разных странах. Эмоциональный вокал Чимина в медленных песнях создал одни из самых душераздирающих моментов вечера. Интенсивность шуги во время рэп-сессии напомнила зрителям, почему выступления BTS остаются непревзойденными по масштабу и эмоциональности. Затем последовал один из самых больших сюрпризов вечера. Во время специального сегмента в середине концерта BTS исполнили переработанную версию «OU», одна из их классических песен в новой концертной аранжировке, специально разработанной для тура RRNG. Фанаты на стадионе безудержно кричали, когда участники группы, явно растроганные, снова выступали вместе на такой огромной сцене. Реакция в интернете стала совершенно неконтролируемой. Комментарии вроде «Стэнфорд рухнул», «Калифорния сегодня принадлежит BTS» и «Это уже не концерт. Это история». «Я никогда ничего подобного не видел», распространялись в социальных сетях с невероятной скоростью. Тем временем аэрофотоснимки стадиона продолжали шокировать людей по всему миру. Фиолетовые огни тянулись по окружающим улицам, а бесконечные потоки людей двигались по городу до поздней ночи. Репортеры, освещавшие события, описывали происходящее как организованное безумие. Даже после окончания концерта фанаты отказывались немедленно уходить. Тысячи оставались снаружи, вместе распевая песни BTS. Некоторые сидели на тротуарах, эмоционально обсуждая свои любимые моменты. Другие открыто плакали, обнимая друзей, с которыми познакомились благодаря фандому много лет назад. Видео, на которых фанаты поют в унисон под уличными фонарями после полуночи, неожиданно стали вирусными моментами в интернете, вызывая сильные эмоции. Власти в итоге начали регулировать массовый отъезд толпы, поскольку транспортные системы не справлялись с огромным спросом. Сообщается, что некоторые автомагистрали оставались перегруженными в течение нескольких часов после окончания концерта. Активность в аэропортах, связанная с отъездом фанатов, также резко возросла. На следующее утро заголовки повсюду сосредоточились на одной неоспоримой реальности – BTS полностью захватили Стэнфорд. Аналитики индустрии развлечений быстро начали обсуждать, может ли тур RRNG стать одним из самых коммерчески успешных туров в истории музыки. Спрос на билеты достиг поразительных уровней еще до концерта в Стэнфорде, но хаос и глобальное внимание, вызванные этим конкретным концертом, еще больше подтолкнули интерес. Поисковые запросы, связанные с BTS, резко выросли по всему миру. Продажи мерча резко возросли, а фанатский контент заполонил все основные социальные платформы. Даже люди, которые обычно игнорировали обсуждения К-поп, внезапно обнаружили, что смотрят отрывки с концерта, потому что масштаб реакции публики стал неизбежен. Возможно, самым примечательным аспектом ночи было то, насколько глубоко эмоциональной она была, несмотря на ошеломляющее зрелище.
За фейерверками, транспортным хаосом, кричащими толпами и вирусными видеороликами многие фанаты верили, что становятся свидетелями чего-то большего, чем просто развлечения. Для членов ARMY, которые годами ждали возвращения группы в полном составе после военной службы, концерт в Стэнфорде символизировал воссоединение, выживание, верность и глобальное единство. Эта эмоциональная интенсивность, возможно, объясняет, почему концерт так сильно повлиял на людей. Это было не просто очередное выступление на стадионе, оно стало культурным событием, достаточно мощным, чтобы захлестнуть весь город. Долго после того, как погас свет на стадионе Стэнфорда, влияние той ночи продолжало распространяться в интернете по всем континентам. Фанаты бесконечно пересматривали видео. Новостные каналы продолжали обсуждать необычайные условия на трибунах. Местные жители делились историями о том, как они стали свидетелями невероятных сцен возле своих домов. Предприятия вспоминали о рекордной активности, а представители транспортных ведомств анализировали одну из самых загруженных ночей мероприятий в регионе за последнее время. И в центре всего этого стояли BTS. 7 артистов, чье возвращение на сцену превратило обычные концертные выходные в глобальный хаос, эмоциональное торжество и незабываемую историю одновременно. Для бесчисленных поклонников стало очевидно одно – Стэнфордский стадион не просто принимал концерт. В одну взрывную ночь BTS полностью парализовали мир.